Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада видеть вас на своем канале. Я решила связать для себя новую летнюю сумку из трикотажной пряжи. Связана она достаточно просто, состоит из 3 деталей. Это 3 бабушкиных квадрата. Они у меня связаны без стыков в начале и конце каждого ряда. И затем просто сшиты между собой. Вот это вот шов с одной стороны. И с другой стороны выглядит она одинаково с обеих сторон. Ручку я использовала кожаную. Подобную ручку, я думаю, что можно приобрести на Алиэкспресс. Длина ручки у меня 40 сантиметров. Можно взять еще чуть больше, например, 50. Я измеряла ее от начала карабина до конца карабина. То есть с учетом карабинов ее длина 40 сантиметров. Размеры моей сумки от дна до вот этого места 37 сантиметров, и ширина по нижней части тоже 37 сантиметров. Она достаточно такая большая, объемная. Я думаю, что это как раз летний вариант. Можно ручку связать, если вы не знаете, где купить кожаную ручку, и либо не хотите ждать, то можно также к карабинам, используя карабины, связать ручку. Либо прям вот из этих мест, из дырочек, также связать ее, начать из этих мест и заканчивать вот здесь, используя способ вязания гусеничка. Есть такой шнур, я вязала им лямки для своих рюкзаков, ссылки я оставлю вам в этом уголочке, и вы можете посмотреть, как вяжется шнур гусеничка. Вес моей сумки 650 грамм, то есть получается расход у меня 2 целых мотка и буквально немного от третьего. Если у вас в наличии только 2 мотка, вы можете провязать на 1 ряд меньше в каждом квадрате. И тогда я думаю, что вам должно хватить 2 мотка. И третий не понадобится. Сумку я буду вязать из трикотажной пряжи Бисквит. Это достаточно известный производитель такой пряжи. Цвет у меня брауни. Именно из этого цвета у меня уже есть сумочка на канале. Ссылку я вам оставлю вот здесь в уголочке. И параметры этой пряжи: хлопок 100%, длина 100 метров в одном мотке и 330 грамм. Производитель рекомендует крючок номер 8-12. Я буду вязать крючком номер 9. Эту пряжу вы можете приобрести в магазине Пряжа Центр. Ссылку я оставлю вам под видео, а также я оставлю вам промокод на скидку 5%. Я делаю кольцо из пряжи вот таким образом. Беру крючок, завожу под нижнюю петельку, верхнюю захватываю, разворачиваю вот так и провязываю одну воздушную петлю. Теперь вот в это кольцо мне нужно провязать 7 столбиков без накида. Теперь я тяну за вот этот кончик пряжи и затягиваю кольцо. Дальше я вязать буду по спирали. Вывязывать я буду квадрат без соединительных столбиков в конце ряда, чтобы у меня не было перемычек и полотно смотрелось красиво. И получается, я должна провязать первый столбик вот сюда, вот в эту петельку, которая у меня была сделана в начале первого ряда, вот этого колечка. И я провязываю сразу столбик с одним накидом. Я его все-таки буду отмечать как начало, конец ряда, и буду я его отмечать булавкой. Вы можете маркером, у меня их нету, я всегда пользуюсь простыми булавками. В следующий столбик я вставляю крючок, провязываю в него столбик без накида, затем 2 воздушные петли, это у меня будет угол. И сюда же еще 1 столбик без накида. Дальше следующий столбик предыдущего ряда провязываю 1 столбик без накида. Вот это первый угол моего квадрата. Вот сюда в следующий столбик вставляю крючок и провязываю второй угол. Столбик без накида, 2 воздушные петли и сюда же столбик без накида. Это второй угол. Затем просто столбик без накида в следующий столбик предыдущего ряда. Третий угол, такой же, как и 2 предыдущих. Затем просто столбик без накида. Последний 4-й угол.
столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида. Заранее извиняюсь за шум на заднем фоне, это у меня собака играет. Дальше я убираю булавку. Второй ряд у меня провязан, и я начинаю третий ряд. Я сразу провязываю вот сюда, где у меня была булавка, просто столбик без накида. Его я также отметила булавкой, чтобы не потерять, что это у меня начало и конец нового ряда. Провязывать я его буду следующим образом. Следующий столбик предыдущего ряда я провязываю столбик без накида, затем под воздушные петли я буду провязывать точно такой же угол, как в предыдущем ряду. Столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида. Крючок я вставляю не в воздушные петли, а под них. Затем по вот этой стороне я должна провязать 3 столбика без накида до угла. И по этой стороне также, и по этой. И первый я провяжу вот сюда. Здесь у меня первый столбик предыдущего ряда. И я провязываю до угла 1, 2, 3 столбика. Дальше я провязываю угол, так же как и предыдущие. И затем 3 столбика без накида по этой стороне до следующего угла. Затем я также провяжу угол и 3 столбика по этой стороне и последний 4 угол. На каждой стороне у меня столбики будут увеличиваться в каждом ряду на 2. То есть если в этом я провязываю 3, то в следующем будет 5. И вот так я довяжу до вот этого места, до конца ряда. У меня теперь связано 3 ряда, и чтобы начать следующий 4, я опять убираю булавку, провяжу, как и в предыдущем ряду, в этот столбик, где была булавка, столбик без накида, и опять его отмечу булавкой. И дальше я буду продолжать вязание так же, как и в предыдущем ряду. Провяжу по одному столбику без накида до угла. В угол я провяжу 2 столбика без накида с 2 воздушными петлями. Затем провяжу столбики по этой стороне. И так до конца ряда. И вязать я буду ряды вот так по спирали до тех пор, пока не свяжу их 11 штук. Напоминаю, что первый ряд я считаю вот это кольцо. И дальше еще плюс 10 рядов. Я связала квадрат, у меня получилось 11 рядов, как я вам и говорила. И ряд у меня заканчивается вот здесь. И теперь мне нужно красиво спрятать пряжу. Я обрезала ее и вытягиваю этот кончик. Мне понадобится крючок потоньше. Он у меня 6 миллиметров. И теперь вот этот кончик я буду закреплять здесь. Крючок я вставляю не под вот эту петельку, а под вот эту. Буду имитировать вот эти 2 стеночки этого столбика. Захватываю пряжу и протягиваю. И мне теперь его нужно заправить вот сюда, вот в этот последний столбик. И я крючок вставляю под вот эти 2 стеночки. Вставила крючок. Теперь захватываю пряжу и протягиваю. Дальше вот этот кончик пряжи мне нужно спрятать. В структуре рядов я буду протягивать сюда, затем сюда и вот сюда. После того, как я связала один квадрат, я связала еще 2 таких квадрата. И осталось только соединить эти квадраты между собой. То есть я буду связывать вот эти 2 стенки между собой по очереди, захватывая петельки с каждого квадрата. На углу у меня 2 петли, я крючок вставляю в одну петельку, которая у меня ближе к этой стенке, и вставляю я его за заднюю стеночку. Вот эту вот я не захватываю стенку. И здесь точно так же. За стенку, которая ближе сюда, к краю, я вставляю крючок, беру пряжу, захватываю ее и протягиваю. Кончик у меня остается тут. Дальше вставляю крючок в следующую петлю на этой стороне и затем на этой стороне. Кончик этот я подтягиваю опять, захватываю пряжу и протягиваю через все петли на крючке. У меня здесь должна будет образоваться косичка. Дальше опять повторяю. Здесь захватываю на правом квадрате и на левом квадрате. Захватываю пряжу
и провязываю все петли на крючке. Вот такая косичка у меня получается. И я провязываю до конца, вот до этого угла. Я сшила 2 квадрата по одной стороне, и теперь мне нужно пришить вот этот вот квадрат. И теперь я вставляю крючок во вторую петельку на этом углу, так же как и здесь, за одну стенку. И здесь я нахожу петли, нахожу обе петли, первая, вторая, и за вторую зацепляю и протягиваю пряжу. И дальше я уже буду соединять вот эти 2 квадрата по этой стороне точно так же, как и здесь. Я соединила 2 вот этих квадрата по одной стороне. И теперь мне осталось соединить вот эту сторону нижнего квадрата с этой и эту сторону тоже нижнего квадрата с этой стороной. И для этого мне нужно согнуть их и сложить так, как сумка вообще будет выглядеть. Я сложила квадраты по вот этим вот сторонам вовнутрь. И теперь я буду точно так же соединять, как и на той стороне, вот эти стороны между собой. Затем дойду до центра, соединю и завершу уже вот этой стороной. Здесь у меня уже все соединено. Показывать я не буду, потому что способ точно такой же. Соединила я эти стороны, и сумка моя готова. Осталось только спрятать кончик. Она выглядит одинаково со всех сторон. И так как у меня нету швов на квадратах, то вид, конечно же, от этого намного лучше, чем если бы я каждый квадрат делала со швом. Я имею в виду соединительные столбики в начале и в конце ряда. Ручку я решила использовать для данной сумки кожаную с металлической фурнитурой. Можно также использовать ручку без металлической фурнитуры сразу, чтобы кожа продевалась в петлю и застегивалась, возможно, на какую-то кнопочку. Эту ручку я сделала сама. Я думаю, что подобные ручки можно найти на AliExpress. Длина моей ручки 40 сантиметров вместе с карабинчиками. Для этой модели я решила не вязать ручку, а для разнообразия сделать ее кожаной. Сумка у меня вот так вот выглядит. Такой модели я еще не вязала. Она, в принципе, вяжется просто, быстро. На этом я завершаю свой мастер-класс. И надеюсь, что новая модель сумочки вам будет кстати, так как сейчас у нас лето начинается и хочется чего-то новенького, по крайней мере, мне захотелось чего-то новенького, и я связала себе новую сумку. Спасибо, что досмотрели мастер-класс до конца. Оценивайте это видео, подписывайтесь на канал, и мы снова увидимся с вами в моих мастер-классах. Пока-пока!